Для холдинга что главное? Захватить землю, село им так. Они же ничего там не делают. Никакого социального развития практически нет. Мы не ждем, пока кто-то сделает для села, мы это делаем сами. Сейчас мы находимся в нашем офисе, отдел агрономический, аграрный сектор. Это мое рабочее место, это моего помощника рабочее место Сергея, и здесь место рабочее агронома насеневода. Небольшое место для приема пищи наших офисных работников. Это уже кто не приезжал к нам, он просто был в восторге от того, что такой офис, и как раз в сельскохозяйственном предприятии для аграриев это как раз нестандартно. Здравствуйте, меня зовут Василий, я главный агроном, работаю в компании, которая показывает, как может выглядеть современное сельскохозяйственное предприятие. Первое, что бросается в глаза, это быт наш. Здесь у нас есть завод семенной, склады, завальная яма. Сейчас пройдем на завод. На завод нам надо одеть касочки. Зерно проходит первичную очистку. Собираются вот такие контейнеры деревянные и идет в склад. Весь семенной материал по всем культурам, которыми мы занимаемся. Каждый ящик имеет свое место 3D. Весь процесс контроля и управления заводом идет вот с операторской. Один оператор управляет всем заводом. То есть на всех этапах находятся у нас контрольные датчики, камеры. На очистке находится красная фасоль. Даже приезжали иностранцы у нас, мы выращиваем сейчас для австрийцев, выращиваем расторопшу. Это лекарственное растение. Первое, что они увидели и сделали, это вот это вау, и сказали, что это не у нас Европа, это у вас Европа. Когда начался развал в сельском хозяйстве, земли начали не приносить доходы, а просто убытки. У нас здесь был глава администрации, заслуженный агроном Украины. Он начал искать инвесторов, которые имели деньги, вложить деньги в землю, чтобы получать прибыль. Он просто заставил нашего директора войти в это. В одной части вагончика была бухгалтерия, в другой части находились специалисты-агрономы, механики и директор. Вот в этом вагончике у нас все и начиналось. С первого дня я вот с ним, и уже получается 16-17 год мы работаем вместе. Это соседи наши. Это наши соседи, здесь находятся фермы ихние. Ну, понятно. То есть ваш пример заражает их? Конечно, заражает, потому что, находиться рядом с нами и ничего не делать там, то получается тоже то нехорошо. Люди же на это смотрят. Мы работаем на земле людей, которые имеют свой пай, и просто они для нас отдали ее и эту землю в аренду. И просто не думать сейчас о тех людях, которые живут в селе, где мы работаем. Это же будет неправильно, потому что по окончанию срока аренды они могут просто на нас, скажем так, наплевать и перейти к другому. Получается, они надают предпочтение тому, кто надает работу, кто надает какие-то услуги больше для села. И мы начали просто постепенно эти земли приводить в порядок, вводить новые технологии, покупать новую продуктивную технику импортную. Начали наблюдать по каждому полю через спутники по индексу
Вот, как себя растения чувствуют, помогают коллеги, которые в этом разбираются. Это OneSoil. Мы же раньше как, заходили в поле, настроил там разбрасыватель удобрений и пошел по всему полю с одинаковой нормой. Дальше что? Если есть уклоны там в эти же удобрения, куда они смываются просто-напросто, и растение там ничего не получает, а мы туда вложили деньги. Сейчас по-другому немножко получаем. Вот как раз Иван Сойл нам открыл глаза на то, что не надо делать вот такие выравнивания. Я считаю, что будущее только за точным земледелием, потому что так, в этом году, скажем, удобрения, особенно азотные удобрения, у нас здесь на Украине в цене подскочили в 3 раза. Это если просто так брать и вносить, долго не потянешь. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть лучше любых иностранных компаний. Ну, смотрите, Украина, как бы мы ни смотрели, все-таки Украина это аграрная страна. Если каждый, скажем так, аграрий будет получать от земли больше, это будет плюс не только его, это будет плюс для всей страны. Если говорить про то, что там все разваливается, и уделять внимание только тому, что делается, скажем, на поле, взять оттуда прибыль и просто продать, вот, это неправильный подход. Должно быть как у себя дома. Если хорошо, то кругом. Вот по селу здесь у нас все дороги отремонтированы с нашей помощью. Парк отдыха вот сделали, у нас в селе прекрасный фонтан, прекрасный парк отдыха есть. Вот, это ж нормально получается. На все сделать не хватит. Ни нас, ни соседей, ни других, чтобы все сделать то, чтобы идеально было все в селе, там, допустим, в районе и так дальше. Помощь должна быть, но разумная. Ну и я надеюсь, что недалек тот час, который просто и сама страна будет заставлять нас. У нас пока этого нет, у нас пока разрешается все, что ты хочешь. Вот. Что нужно сделать? А вот как раз то, что мы делаем сейчас здесь, это вот и этот офис, и вот этот сама территория и вот этот завод, наша прибыль, надо просто это больше афишировать, больше показывать, что это приносит большие результаты, большие плоды. В конце концов, не только деньги можно заработать там IT-технологиями, и селюки могут жить, и могут работать, и могут получать приличные зарплаты. Мы говорим сегодня где-то $1500, если так говорить в долларах. Но не все они могут работать с новой техникой, не все они могут работать на новых тракторах, которые оснащены компьютерами, потому что в кабине механизатора есть 5 компьютеров, которые отвечают за ту или иную операцию. Вот как раз вот таких нам сейчас и не хватает механизаторов. И, кстати, молодежь наша, я не понимаю просто, почему она к этому не идет, к этому не стремится. Надо тоже ее учить, надо ему показывать. Они же, вот все эти IT-технологии, мне это, допустим, сложно, да? А вот молодым это же очень просто дается. Там, просто не продвинуты сами по себе сейчас. И работать здесь, это им, как говорится, только выжелание и все. Если они будут перспективными и работать по новейшим технологиям, могут в какой-то мере вытянуть страну из кризиса. Потому что Украина есть аграрная страна. Конечно, горжусь. То, что я агроном, я аграрий, что я работаю на земле, что я выращиваю продукты питания. Это ж понятно, что
весь мир кормят аграрии.